Нежное и ароматное жаркое из говядины с овощами. Это аппетитное блюдо подойдет не только для повседневного меню, но и займет достойное место на праздничном столе. Для его приготовления подойдут любые ваши любимые сезонные овощи. Чем их будет больше, тем вкуснее и красивее будет жаркое в итоге. Репчатый лук я нарезаю полукольцами. Все ингредиенты, которые я использую в рецепте, вы найдете в описании под этим видео. Теперь нарезаю грибы-шампиньоны. Количество овощей вы можете варьировать по своему усмотрению. Также я решила добавить кабачок. Шкурку я не чищу. Нарезайте все овощи кусочками примерно одинаковой величины. Будет классно, если вы добавите сельдерей. Он настолько ароматный, идеально подходит к мясу. Кстати, в это блюдо можно добавить картофель, но я решила обойтись без него. Обязательно добавьте яркости. Морковка с этим справится на ура. Я ее нарезаю специальным ножом, чтобы она имела красивую форму. Но это не принципиальный момент. Также подготавливаю несколько зубчиков чеснока, которые нужно нарезать и мелко порубить ножом. Еще понадобятся протертые помидоры. Если у вас есть консервированные, то можете использовать их. Но я подготовлю сейчас самостоятельно. Беру 2-3 средних помидора и заливаю их кипятком на пару минут, для того, чтобы легче очищалась шкурка. Все идет как по маслу. Шкурка очищается на раз-два. Теперь перекладываю помидоры в блендер и измельчаю их. Займет это все несколько секунд. Потом выливаю получившуюся смесь в сито и протираю помидоры. В итоге все косточки остаются в отходах. Это классный и простой способ приготовления протертых томатов, занимает до 5 минут времени. Теперь приступаю к нарезке говядины. Мясо нарежьте средними кусочками, примерно 3-4 см каждый. Какую часть говядины вы будете использовать, это не сильно принципиально, потому что мясо будет тушиться. Но какую бы часть говядины вы не использовали, предварительно обязательно удалите все прожилки, срежьте ножом пленку, потому что если вы их оставите, то в конечном счете вы будете ощущать их жесткость в готовом блюде. Примерно такие кусочки должны получиться. Теперь я перекладываю мясо в удобную миску, добавляю соль, черный перец и муку. И все хорошенько перемешиваю. Теперь мясо необходимо слегка обжарить. Делайте это сразу в той посуде, в которой вы будете готовить жаркое. Предварительно обязательно прогрейте кастрюлю с оливковым маслом. Если у вас небольшая посуда, то сделайте обжарку мяса в 2 этапа. Я обжариваю мясо все сразу. Периодически перемешиваю его, чтобы оно не подгорало. Огонь должен быть максимальным, чтобы мясо обжаривалось, а не тушилось. После легкой обжарки достаньте мясо из кастрюли и накройте его железной миской, либо же фольгой. Тем временем обжарьте лук до полупрозрачности и мягкости. Огонь вы можете уже слегка уменьшить. Не забывайте постоянно помешивать лук, чтобы он не подгорел. Добавьте к луку чеснок и обжарьте все вместе около 2 минут. За это время как раз чеснок раскроет свой аромат.
Потом добавьте говяжий бульон и верните мясо в кастрюлю. Это уже все выглядит очень аппетитно. Также добавьте перетертые томаты и томатную пасту. И все хорошенько перемешайте. Теперь добавьте все нарезанные овощи. И еще один из важных ингредиентов, который нужно добавить, это красное сухое вино. Также добавьте немного сухих трав и перца чили. Все хорошо перемешайте и не забудьте посолить. Сейчас необходимо дождаться, чтобы жидкость закипела. После закипания положите сверху пучок свежих трав. У меня розмарин и тимьян. Поверьте, ароматы, которые они дадут блюду, просто невероятные. Накройте кастрюлю крышкой, сделайте минимальный огонь и тушите жаркое около 2 часов. Прошло 2 часа, жидкости стало больше, потому что овощи пустили сок, что совершенно естественно. Пучок зелени отдал все свои ароматы, можете смело его убирать. Хорошо все перемешайте, возьмите кусочек мяса, попробуйте его на вкус. Если оно вам покажется еще жестковатым, то оставьте жаркое тушиться еще на некоторое время. И если вам недостаточно соли, можно досолить. Также вы можете оставить жаркое на огне, не закрывая полностью его крышкой, еще на 5-10 минут, чтобы немного выпарилась лишняя жидкость. А можете вообще его уже не накрывать. Ароматы стоят просто неимоверные. Так и хочется уже попробовать и макнуть кусочек черного хлеба в эту подливку. Подавая жаркое порционно, вы можете украсить сверху его веточкой тимьяна, это будет выглядеть очень эффектно. Аромат и вкус этого блюда просто потрясающий. Если также хотите попробовать, ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые рецепты.